Сегодняшнее видео мы начинаем практически с того же места, где закончили в прошлый раз, с Почтовой площади. Всем привет! Вы в настоящем моменте, и сегодня у нас план прогуляться на Воздвиженку. Для этого мы хотим сначала подняться на фуникулере вверх и попасть на пейзажную аллею, чтобы с нее уже спуститься потом на Воздвиженку. Вот такой у нас здесь ждет вагончик. Пустой. Друзья, сейчас утро, рабочий день, четверг, 23 марта 2023 года. Кстати, да, интересная такая цифра. И люди уже давно все на работе. Фуникулер нас поднял наверх и высадил возле Михайловского собора Златоверхова. И все, мы теперь держим путь в сторону пейзажной аллеи. Друзья, это не очень близко. Сейчас применим магию кино и в одно мгновение окажемся на пейзажной аллее. Хоп, и мы на пейзажной аллее. Быстро и чудесным образом мы здесь оказались. Друзья, пейзажная аллея сама по себе настолько интересная, что можно по ней ходить, бродить. Во-первых, посмотрите на эти домики. Они стоят на холме с прекрасным видом туда вниз, на Воздвиженку как раз, куда мы собираемся пройти. А вообще здесь есть много интересных арт-объектов. Даже если посмотреть вот на эту детскую площадку, она какая-то супер уникальная. Она вся в мозаике. И здесь совсем не детские скульптуры стоят, какие-то краны, уникальные какие-то сиденья здесь из мозаики, вот диванчики прям такие с видом, на который можно присесть вот так вот и наслаждаться видом вдаль, вниз на Воздвиженку. Туда можно пройти вдаль, она очень долго длится, там тоже какие-то интересные вещи. Друзья, уже весна настала, смотрите, почки распускаются. Но наш путь сегодня вниз, по вот этой лестнице, туда, на Воздвиженку, в этот уникальный район, который называют районом миллионеров. Ну, это, конечно, условно, там живут разные люди, всякие, и вполне обыкновенные люди тут живут, но поскольку недвижимость в этом райончике стоит дорого, то прозвали его районом миллионеров. Все, друзья, сейчас быстренько спускаемся по лестнице вниз и показываем вам этот райончик. Браво! Пока мы шли на пейзажную аллею, встретили по дороге очень странного типа. Друзья, сейчас мы вам его покажем. Кто он, что он хотел, мы таки не поняли. Запомните, корня это международная первый листы, это называется графита, а графита в крови это градуса оценка, это все, это не Честно говоря, я ни слова не разобрал из того, что он сказал, но, по-моему, он хотел что-то доброе мне сказать. По-моему, это брачный танец. Угу. Ходят вдвоем, как голубочки.
чем-то не согласна была? Ну вот мы и спустились уже почти на Воздвиженку сюда, в этот новый райончик. И начинаются дома очень симпатичные. Это просто частный коттедж. Там есть дома и с многими квартирами, с этажностью повыше. Но в основном, конечно, это дома небольшие. Этот район начал строиться в 2003 году и практически его закончили в 2008. Здесь были какие-то проблемы с коммуникациями, там, ну их вроде бы как бы все порешали впоследствии. Ну а выглядит достойно, я вам скажу, очень хорошо. Все сделано в таком стиле, вроде бы как будто это старые постройки, но на самом деле это все новое. И очень хорошо, что они так продумали, что они сделали везде брусчатку. Вот как будто это имитация построек 19 века. Каждый дом уникальный, индивидуальный, поэтому есть на что посмотреть. Очень приятно здесь находиться и прогуливаться. И этот район все более и более становится популярным, ну, как бы туристическим районом, в который люди приходят больше вот пройтись, как мы с Ладой. Потому что, ну, жить, вы сами понимаете, здесь, видимо, и аренда не очень дешевая. И, кстати, есть и определенные минусы для проживания здесь. Моя дочь снимает за 11 тысяч в месяц. Вот в этих домах где-то, да? Есть, Да, да, С ремонтом, да, однокомнатная квартира. Двух. А, двухкомнатная. Двухкомнатная. 11, ну это нормально. Ну как? Да, и плюс коммуналка, да. Ага. Но они вдвоем Ну, снимают. для этого района хорошо. Здесь место такое жить. Я здесь 30 лет живу. Я каждый день Вам нравится? очень, тут, очень. И нам как раз интересно, насколько удобно здесь жить, особенно Хорошо. там внизу. Я внизу, смотрите, вообще исторически, да, Мгм. Гончары, Кожемяки же. Мгм. Место там нехорошее А, внизу, само по себе. Там жили самые бедные сословия Киева. мгм. Там, например, туман в городе, да, я на 4-м этаже живу. Я в окно смотрю, у нас здесь туман рассеялся, а весь туман, смог рассеялся, а да? И смог там там. осел, да? А тут все в смоге. Им дышать поняли? нечем там. Да. И все время там сырость. Мгм. То есть там так. И солнце мало туда попадает, наверное, да? Все там мало. Это самые бедные были районы Киева. Сейчас все поменялось шиворот на выворот. Вышло, что в этой яме, поскольку она в центре города, поселились люди самого высокого покроя, миллионеры. Наверное, даже побогаче, чем на Подоле, да? Люди. Да, на Подоле очень много людей, которые живут еще, как бы, квартиры, которым передаются из поколения в поколение, и они их не покупали, поэтому они там и живут, а люди могут быть не самого, как бы, большого достатка. У нас, кстати, есть один знакомый миллионер, который стал миллионером благодаря тому, что ему так вот по наследству досталась квартира на Крещатике, прямо в одном из домов с окнами на Майдан Незалежности. Он продал эту квартиру в свое время и стал миллионером. Поэтому сейчас он накупил много других квартир в более простых дешевых районах и сдает их. Он работал? Да, работал на обычной работе лифтером. И квартира у него Это была на что? Крещатике, да. То есть он не был богатым, ему просто квартира досталась в наследство. Так и на Подоле вообще много людей живут, которым Которым квартира... повезло. Да. Просто. Ну а здесь же, поскольку это новый район, здесь не могло вам просто повезти, потому что если вы не купили эту квартиру, то как она вам могла достаться? Здесь, кстати, очень любят киевляне устраивать свадьбы. Я вот впереди вижу невесту с женихом. Добрий день. Доброго дня. Це ви тут сортування сміття проводите? Я еще жить буду туда. Так, це ми робили з дітьми стенд сортування сміття, а зараз хочемо поділитися ним з людьми. Боря, а в тебе є де гулятися? Якась дитяча площадка, ну, садочок якийсь? Чи тут нема? Є. Є? Борь, ми ж ходимо гуляти на твій майданчик. Майданчик десь є, так? Бо тут так мало місця, що ми думаємо, що де ж тут діти гуляються? Є, ось тут ліворуч, якщо Ага. ви зайдете ліворуч, там буде 3-4 майданчики А, дитячі. дякую. Тут можно звонить.
Все, чтобы к тебе в гости попасть, можно позвонить, да? А ты тут живешь прямо в этом доме? Ні, це школа. Це школа? А ты где живешь? Я живу на площадке. Спасибо тебе. А я под подъездом была. Так, друзья, мы здесь повстречали одного местного жителя, миллионера. Сейчас мы возьмем у него интервью. Лада будет задавать ему вопросы. Здравствуйте. Вы миллионер? Ну, конечно, разве не видно? А вы тут живете? Я живу здесь. Точнее, я живу в Монако, а здесь у меня несколько квартир. А что вы делаете здесь? А сейчас я приехал забрать свои деньги из банка. А в каком банке? Ну, в основном я держу деньги в 3-литровых банках, потому что их столько, что в пол-литровые они не помещаются. И вот, когда я уезжал отсюда 24 февраля, то я забыл одну из 3-литровых банок, поэтому я приехал сейчас забрать. Спасибо. Так, ну и конечно же всем интересно, сколько может стоить квартира на Воздвиженке. Мы нашли в объявлениях, что вот в этом доме, конкретно в этом доме, посмотрите, это Воздвиженская 48. Здесь есть объявление о продаже нескольких квартир в этом доме. Одна из них стоит 165 тысяч долларов, но это самая дешевая однокомнатная квартира. Вот, вторая квартира уже стоит 205 тысяч долларов в этом доме. И это двухкомнатная квартира. И еще есть третья квартира, которая стоит 400 тысяч долларов в этом же доме. А вот есть еще 197. Этот дом практически пустой, покажи его. Получается, здесь все квартиры, вот эти вот, каждый этаж, здесь где-то есть, продается квартира. А вообще по Воздвиженке есть чуть-чуть ниже туда, ближе к рынку Житнему, там есть в многоквартирном доме, чуть побольше, чем этот. Самый дешевый, который я нашел, однокомнатная квартира, 97 тысяч долларов. То есть почти 100 тысяч долларов. Это самая дешевая цена. Объявления давались летом прошлого года, 2022. То есть уже во время войны. Люди уже пытались продать и до сих пор ничего, Продают. да, ничего не продают. Потому что очень дорого. Трясет? Поздравляем вас с свадьбой. Ой. Поскольку на Воздвиженке ограничено место и очень узкие дороги, то с движением здесь бывают затруднения иногда. Сейчас, правда, вполне свободно проезжают машины, но однажды я видел здесь прям пробку. Ну и с парковкой здесь тоже не очень хорошо. Если вы хотите вдруг остановиться на этой дороге, то вам в принципе негде остановиться для того, чтобы зайти в какой-нибудь банк или в какой-нибудь ресторанчик, где поставить машину, это непонятно. Ну и с детскими площадками тоже не все нормально, потому что опять же нету места. Хотя во дворах, видите, вот там во дворе, под горой, в этом доме есть детская площадка, есть какая-то территория, где можно погулять, и чтобы не быть у всех на виду, так сказать, своя собственная территория. Ну и с магазинами здесь обстоит дело не самым лучшим образом. Для того, чтобы вам купить продукты, вам, скорее всего, придется идти на Житний рынок, в самый конец Воздвиженки, или даже дальше выходить к Новусу на Нижнем Валу. А это, я вам скажу, около километра пути. Ну и, естественно, погулять с собакой вам здесь, ну, как бы нежно. Я видела, снизу есть знакомые, мы вместе гуляем. Мгм. Они по лестницам поднимаются, уходят туда, сюда. Это вот центральный пятачок на Воздвиженке. Здесь есть небольшой сквер. Его почему-то оградили вот такой вот непонятной сеткой некрасивой. Как-то выглядит это не очень эстетично, но ведется уборка. Это как бы самое просторное место. В остальном все, везде улочки и дома. Застроено очень плотно, но достаточно симпатично. Видите, домики все-таки разноцветные, все друг от друга отличаются. Есть на что посмотреть. Люди ходят счастливые, улыбаются. Райончик очень прикольный, очень такая своя атмосфера классная. Слушайте, у меня такое ощущение, вроде мы бродим в какой-то киношной декорации, вроде бы это павильон Голливуда
созданный для того, чтобы снимать фильмы про 19 век. Вот такое ощущение. И, кстати, эти места называют инстаграмными именно поэтому. Сюда приезжают люди специально для того, чтобы сделать фотографии на фоне этих домов. Здесь снимают видеоклипы. Здесь, кстати, снимают какие-то сцены из фильмов, видимо, про богатых людей. Давайте заглянем в ресторанчик. Называется «Одесский любимчик». Любчик. А, Любчик? Любчик. Ресторан Пивбар. Здесь такой дворик, похож на одесский. Дворик-колодец. Видите, со всех сторон практически дома. А по центру фонтанчик, столики. И никого. Да. Гриль. Но там есть столики еще внутри, поэтому сейчас на улице ветрено, видимо, из-за этого на улице никто не сидит. Ну вот, здесь на улице Кожумяцкой уже практически и заканчивается Воздвиженка. Туда выходит просто уже Подол. Но посмотрите, какая архитектура все-таки. Здесь можно бродить несколько часов, просто рассматривая эти домики. Повсюду какие-то использованы разные орнаменты, разный подход. Мне очень нравится. Мне вот эта вот современная стеклянная архитектура меньше заходит, а больше нравится, когда вот такие всякие выступы, лепнины, шпили, что-то такое рельефное на домах, арочки всякие, круглые окна. Это очень хорошо смотрится, и еще разные цвета. Мало блестящего, но много разнообразия, привлекает внимание. Ну и брусчатка. Брусчатка тоже делает свое дело, да, такое ощущение, вроде бы ты как бы в старом городе. Если бы здесь просто положили Коней асфальт. Не хватает, коней. Коней. Повозок. Вот такой большой-большой бетонной стеной укреплен холм. А вот дома стоят вдоль этого холма. И получается, у некоторых окна выходят на вот эту вот стену. С видами, конечно, здесь проблема. С видами вдаль имеется в виду. Всюду из окон ты попадаешь на какие-то другие дома, на чужие окна. Это, наверное, один из минусов. И, возможно, здесь маловато солнца, мало простора, конечно. Но зато своя собственная атмосфера. Ну и как уже говорила нам эта женщина, здесь все-таки очень сыро. Эти дома относительно новые. Всем им не больше 20 лет. Но видите, уже под воздействием сырости, дождей, влаги и морозов зимой облупливается штукатурка кое-где. Вот хочу вам показать, как паркуются машины в этом районе. Есть парковочные места, но их немного. Это, наверное, одно из таких мест, где хотя бы есть где поставить машину. На соседних улицах вообще тесно, негде остановиться. Давайте попробуем зайти в это кафе. Может, здесь можно попить кофе, если это кафе вообще. Кафе? Кафе. Спасибо. Там є випиховий, імбірний. О, давай на имбирный. Какие богатые. Прошу вас. Дякую, дякую. Але подивилась тут. Друзья, это китайский ресторанчик. И мы взяли здесь 2 чая. Имбирный, черный и рисовые чипсы. Все это стоило 240 гривен.
Неожиданно это оказался китайский ресторанчик, который называется «Китайка». И здесь китайская кухня, а мы хотели просто попить чайку и спрашивали у них про какие-то бутерброды и пирожки. Они сказали... Они так на нас смотрели и сказали, у нас китайская кухня. И единственное сладкое такое, ну не единственное, конечно, то есть у них нашлись чипсы рисовые, которые мы никогда не пробовали. И у них еще были какие-то запеченные бананы, и она рекомендовала нам как очень вкусное блюдо, но это блюдо стоило бы нам около 250 гривен, поэтому мы не стали. Крестовоздвиженский храм. Да, этот храм так и называется, Крестовоздвиженский, и, возможно, потому и район называется Воздвиженский. Все, друзья, на этом наше сегодняшнее путешествие заканчивается. Спасибо всем, кто досматривает до конца. Надеюсь, вам было интересно посмотреть на этот район. Да, если интересно, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. Да. Всем хорошего настроения, мира, счастья. До новых встреч. Пока.